Здорово, ребят. Ну что, мы сегодня поиграем в забавную игрушку 8-битную. Такой киберпанк. Ну, в стиле киберпанка она сделана. Довольно-таки классно. А вот. Она, в принципе, ну, отчасти даже, я бы сказал, немножко хардкорная. Но максимально сложности задирать не буду. Будем играть на нормале. Вот, в 2020 году она вышла, так что все нормас, поехали, да? Давай, один игрок, Story Mode. Жалко, что на английском полностью, но ничего страшного. Давай, нормал. Значит, что, можно играть за тёлку, Анаконда, Джон Сойер. Это, видимо, полу какой-то... Типа как киборг, но не киборг. Вот, наверное, киборг. Моумен. Ну, в принципе, между ними разница-то, по-моему, немного. Единственное, что они отличаются оружием. А это мужика. Да, он киборг. Он киборг, а это дроид просто. 148 лет. Чем-то это все пахнет бегущим по лезвию, короче. Прям вот такая атмосфера. Welcome to Shimamoto Corporation. Shimamoto Corporation. Так, ну давай, да. John Sawyer. Бабулька, ну как обычно, всем заедут бабульки. It has been a long time Ладно. since the company. Тут, наверное, очень крутая история. Бабулька нас нанимает, видимо. Бабулька нанимает в виде какого-то, ну, вот типа агента, что-то между ментами и заказным убийцей. Делориан. Кстати, да, что-то такое есть. Но я так понял, то, что это больше на Ламборджини похоже. Прикольно. На ней можно прыгать. Так, давай, наверное, звук мы, наверное, да, потише чуть-чуть сделаем. Вот так где-то. На 40. Смотрим. Смотрим, как говорится, прицениваемся. Ничего, такая пюрешка. Прям целый танк. Стреляет, правда, он медленно, но патроны бесконечные. Тут панков привязали к стенке. Забавно. Тут, по-моему, после середины игры довольно-таки хардкорные боссы. Да и в целом замес будет довольно-таки плотненький. Оружия много в игре. Вон там УЗИшка торчит. Мужик какой-то пьяный. Им ничего никак не взаимодействует. Ладно. Шотган. Бочки взрываются стопудово. Ладно. Окей. Чекпоинт. Что-то вот как-то... bmd.gg квадратная скобка. Доброго времени суток. Здорово, Ольга. Чем-то вот это все дело на робокопа еще подтягивает. Квадратная скобка. bmd.gg квадратная скобка. С праздником. Да, тебя тоже с праздником. Спасибо. Так, если что, я потом вернусь за дробашом. Давай израсходуем то, что есть. Угу. Не босс какой-то. Ну вот это киберпанк, а не то, что нам подсунули поля. Да, возможно. Так, ныкаться мы можем за бочками. И вот тут, в укрытиях. Ага, понятно. Наверное, кстати, чем-то еще Dawn Troopers чуть-чуть, да? Так, у меня 7 патронов. А, ну мне еще УЗИ дали. Ага, ну, жизнь в этой штуке прилично.
Главное, в укрытие не вылезай. Все будет нормас. Кстати, дефолтная пушка довольно-таки много сносит. Правда, стреляет не очень быстро. У меня еще в этом, как его, оружие есть, вот бумеранги. Может пригодятся когда-нибудь, не знаю. Девальфо от квадратная скобка. bmd.gg квадратная скобка. Еще и на металл слаг похоже. Ну да, да. И Metal Slug что-то тоже есть. Doom Troopers, Metal Slug, Контра та же самая. Трупер, разве что тоже угловато. Ну, прям сегой прет, короче. Если кто знаком еще с игрухой, Demolition Man. Кстати, тоже такая похожая атмосферка-то была. О, давай вот этот дрын возьмем. Сейчас, подожди. О. Ну, дробаш, он, короче говоря, мощный, но, видимо, мочит такое, как бы. Недалеко. Разброса не уйдет. О, вот это дрын Терминатора вообще. Вот он прикольный. Так, жизни пока оставим. О, какая волына забавная. Угу. Ну, одна хп, одна одна бутылка. Понятно. mr.toast. Короче, взяли все, что только можно. Посмотрим, как получилось. Да, я чуть-чуть потише сделаю. Саунд. Так, примерно. О. Я хоть чат буду слышать нормально. Так, там кто-то несся. Кстати, у каждого босса тут боссов, по-моему, тоже штук 30, что ли. У каждого босса своя тактика. Ага. То есть еще 3 каких-то предмета коллекционных собирать можно. Патроны у меня кончаются. Давай, наверное, дробаш, да, возьмем. Или этим попробуем. Ладно. Поехали так. Мужика чуть-чуть выкинули. С окошка он повис. Sweet Angel. Угу. Давай-ка наваляем этому панкрокеру. Ой, я наконец-то в жизни его заметил, вот они где. Можно битой, кстати, да. Ближнее оружие есть. Оу, сносит. Бля, не успел я прыгнуть-то. Нужно его подельников, короче, валить, чтобы это... Килки мне бросали. В принципе, что мешает, да, на УЗИ-ку переключиться? Давай-ка побыстрее ему хоть снесем. Да, так, наверное, пригнуться от его хреновин не получится. Вот, почти. Готов. Вот как бы и все. Как в Battletoads, короче, когда ты победишь какого-нибудь чувака, босса, короче, у него рожа появляется битая. Ну, да. Отсылка, я думаю. Так, следующий. Sid Hot Soul. Погнали. Погнали на Сида. Потом каких-то хоккеистов надо будет мочить. Лежал мужик, значит, на лежаке, я к нему подбежал и застрелил его. Печалька. Даем панкрокерам спокойно отдыхать. Что, тут есть кто?
Бочек до хрена. Стопудово сейчас какой-нибудь замес будет. О, понеслось. mr.tost. Наоборот всего, что мы любим из прошлого. Ну да, да. Так. Тачку можно взорвать? Да, отлично. А музяка какая, а? Прям голимый этот, бегущий по лезвию. Чекпоинт. Смотрите, Bounty Hunters. У меня не скопытится. Ау, не успел. Ну давай, давай еще. А, кстати, прям в баню. О, в башню ему смогу попасть. mr.tost. Да, музяка. Надеюсь, авторку не предъявит. Вообще там можно было отключить авторскую музыку авторскую. Кстати, вторая игра попадается, где можно отключить музыку авторскую. Первая была Dying Light. Мужик с чемоданом. Ну, контра же, да? Контра. Я не понимаю, нахрена они с ножами на меня бегут, ну ладно. Так просто тоже не от всех выстрелов можно, пригнувшись, уйти. Как раз хилочка мне выпала. Ах ты падла. Что у нее там? Крюк какой-то? mr.tost. Не без музыки не так. Не, ну я отключил авторскую музыку, так что по идее тут должна без авторской, ну без авторских прав музыка играть. Так, давай возьмем дробаш, попробуем, что за это, что за покемон, чекпоинт, нормально, один выстрел, один труп. Нет, дробаш штука прикольная, автомат Калашникова, ну как же без него в будущем, да? По-моему, это автомат на все времена эти какого. О! Неплохо, неплохо. Правда, патронов не очень много. А как бы женщину-то завалить. А, понятно. О, какая волына, да? Миниганчик. 250 патронов. Правда, заряжается долго. Но выносит просто все. Ай, бля, быстро кончилось. Не, волына крутая, без базара. Только 80 патронов у меня осталось, я лучше на калаш поменяю. Еще барсик, до калаша не добраться. Печалька. Как-то чемоданы тут еще можно взять. Вернусь за аптечкой. Если можно это сделать. Да, одну можно подобрать. И там еще. Будем, как говорится, иметь в виду. Бля, 7 патронов осталось. Гитарой бить можно людей. Ну прям про крокеров прям. Так, нет, пошли хилиться. Это пока тут чекпоинты довольно-таки близко друг к другу расположены. Потом-то вряд ли такое произойдет. Поэтому лучше учиться экономить все.
Дефолтная пушка неплохая, правда стреляет медленно, но бесконечные патроны тоже делают. mr.тест. Возьми гитару. А, подожди. Я, блядь, пел. Неплохо. Но она, короче, тоже ваншотная такая. Это что, не вижу? А, ну УЗИшка. Бля, а со стрелой можно взять? Жалко. Я бы, короче, еще и барабаны какой-нибудь базбочку схватил и пошел на, короче, на войну с ребятами. Нет, так нечестно. У меня гитара, а у них волны. Я вон 2 хилки аж использовал. Нет. Гитара прикольная, но это прям надо лететь, короче говоря, как шестиструнный самурай, если смотрели. Такой фильм в 90-х был. А вот там мужик с катаной валил народ, и у него гитара еще висела. Если Сузуки, если я не ошибаюсь. Ну ладно, не суть. Короче говоря, там такая. Про музыку и кровь. Все, никто не нападает. Ладно. Сейчас стопудово, мне кажется, опять босс будет. А? Снова босс. Пару хилок у него уже имеется. Ладно, да. Так же не потрещать по-босяцки. Вот бля, буду, у него еще вторая фаза будет. mr.тест. Шестиструнный самурай классика трэш. Ну да. Но она не совсем трешовый такой. Он такой, из категории Б, короче. У чувака вторая фаза поперла. Сейчас он накачается и будет мне пизды давать. А у меня дробаш. У него гантели, у меня дробовик. Он еще и швыряется им. Какой-то хип-хопчик лобает 90-х. И все, он меня контрапупил. Прикольно. Так, ну, он шустрый, кстати. Не совсем успеваю ходить от него. Угу. Бля, у меня 1 хп остался. Так, давай. Сейчас попробуем на этот, на УЗИху переключиться. А, блядь, он прям прыгнул на меня. Ну, кстати, скажу то, что игрушка не очень-то простая. Она гораздо сложнее, чем выглядит. Просто еще не предурочился. Ну как никто лишнего не прыгает ко мне. Понятно. Близко его не подпускать. Как дела всех? Здорово. Да отлично дела. Вот решил в новую какую-то игрушку поломать. Ну как новую? 20-го года. Кто минус? Вы что не говорил, но раньше была лучшая музыка и игры. Ну, 20-го года игра. Так-то. Ну, просто, скажем так, тебе нравится ретро, да, насколько я понимаю. Ну, вот это вот 8-битные штуки всякие. Как и игры, как и музыка. Ай, блядь, ну прям под подачу ему прыгнул. Там мне в углу, блядь, зажмет. Ну да, так и получилось. По чуть-чуть, главное, ему сносить.
Ага, нихера, падла. Он, короче, кидает свою гантелю, и она еще в ответку, блин, падает. Да ладно. А попробуй поиграй в Катана Зиро. Ну, может, ты в нее. Катана Зиро? Слышал про эту игру, но не видал никогда. Нет, не играл в Катана Зиро, но, по-моему, как-то видел. Что-то спидран, по-моему, по ней. Тоже хардкор, кстати. 8-битный. Надо к атакам его привыкнуть, когда он гантелью берет. Первая фаза вроде ничего. Кругами главное бегать. Давай. Она реально, блин, у гантеля за мной потом полкарты летит. Так, пошли-ка на нижний этаж. Блять, прям в затылок мне гантели, думаю. Стопудово у нее тут качетник ломает там. Отсюда такая музяка. Блять, пружинит, короче, летает его гантеля под разными углами еще. Сучий качок. Да, блядь. Надо, короче, привыкнуть под эти углы, как она в разные стороны летает. И, кстати, иметь активный палец. Блядь, еще и чуваки повылезали. Зашибись. Ну, чуваки это хилки, это понятно. Давай первую фазу, мы, короче, с дробаша закроем. Вот таким образом. Так. Пожалуйста, надо помнить, что чуваки вылезают и гантели пружинят от стены. А самая большая проблема как раз от гантелей уйти. mr.test. Ты прям четко выбираешь траекторию. Че прям? Ну да, он четко в меня попадает. Но уже, видишь, вроде привык. Так полетит она. Ладно. Ну, как раз и под хилку я упал. Стоять. Чем-то мне этот мэн, короче, напоминает о Боба из Battletoads. Вот половинку я у нее снес. Давай-ка узику возьмем. Блять. Когда он выпрыгивает на второй ярус, в принципе, вполне можно даже дважды ему выстрелить. Блять, он прямо у меня. Сдует. А, вот так ему можно и напинать, короче. Все. Короче, понятно, как его валить. Че у него оружие не разбитое? А, вот, наконец. 13 минут занял уровень. По этой игрушке, кстати, смотрел спидран. Что-то ее там проходят часа то ли за полтора, то ли за 50 минут. Как-то так. Собаки. Здравствуйте, товарищи. Собаки, блядь.
По-моему, собаки круче людей, ну, в смысле, пожирнее будут в виде ХП. Гранаты. Это вместо бумеранга, понятно? Ладно, может пригодится. Ах ты падла. Я так понимаю, в огне тоже, да, стоять нельзя? Коктейли молотов. Да, твою мать. Так, давай мы вот этих вот двоих замочим, а потом к чекпоинту. Там, по идее, должны жизни мне восстанавливать. Ну ладно, чекпоинт рядом. Пинком просто. Ай, блядь, прям под выстрел. Пинком из машины выкидывают тебя. Я думаю, тут все-таки какой-то юморок-то все-таки присутствует. Что с него выпало? Шотган? Да, давай возьмем. Я думаю, тут никаким оружием лучше не брезговать. Все пригодится. Типа того. Дробаш дело хорошее, но... На мотороллере. Ты серьезно? Бля, жирный какой. Он не дошел до меня. Умер по дороге. Так и запишем. Ныкаемся. Кстати, да, про нычки вообще забывать лучше не стоит. Ебать. На, вот и пошел как бы чуть посложнее. Пинок по попу со словами «иди работай, спасай город». Да, но только непонятно, он на ментов, да, я так понимаю, работает? Sony Surgery and Repairs. Не знаю. Угу. Блять, ни хрена он долбанул. О, кик еще пинать, кстати, можно, оказывается. А как пинать? Угу, кнопка Б, короче, у меня Б вверх меняет оружие. Угу. А как пинаться, интересно? Нет, 2 раза вперед тоже не пошел. Нет. Давай, верни. Наверное, активный палец надо иметь, чтобы быстрее стрелять. Хотя, по идее, все равно быстрее у тебя патроны вылетать не будут. Дробаш. Обычная. Давай так. Перестрелки из укрытий прям всех дел. Да, бля, он взял, встал почему-то. Ну, с разбегу, короче, эту игрушку прям, мне кажется, не пройдешь. В меру сложная, но прикольная. Ну да, верно. А наверху в виде черепов у меня количество жертв обозначается. Сколько я завалил народу. Надо вот там в укрытии заныкаться. Блять, собака точно. Хера, я разбил свое укрытие. Тина,
Что ты что-нибудь делать-то будешь? Килки не дает, кстати. Я успел ее завалить. Наверное, за бетонной будет получше прятаться. Первым выстрелом сшибается у них броню какую-то. Стоять. О. Они сами себя поджигают. Идиоты. Так. Давай, наверное, банку возьмем, да? Надеюсь, на меня никто не полетит. Вот, и зачистим наверху все. Блять, достал все равно. О. Пиксель-хантинг. Одного выстрела баба сдох. Что у меня? А, УЗИ-ка, да, по-моему? Ладно. Я думаю, надо приучиться как бы с дефолтным чаще пользоваться. Чекпоинт, ништяк. Тебе в чекпоинт прямо подача летит сразу же. Чтоб не расслаблялся. Подождем. Надо быстро приседать тут. Так, давай-ка баночку. Баночка есть. Тут баба. Стоять. Дай-ка вот этот чемоданчик. Оу, ни хрена. Ну тут стандартно, перепрыгнул, ударил. Потрошки. Мне сюда, в дверь? Нет. Понятно. Короче, тут укрытие вообще как бы решает, я смотрю. Понятно. Да, давайте заново. На шару, как на контре, ты тут уже явно не пробежишь. Давай, четенько. Присел, выстрелил, пользуясь укрытием. Да, возьмем. Пизду, я поменяю оружие, пока он вылезет. Заметил наконец. Все, тетка готова. Я там кого-то убиваю. По чуть-чуть. О, чел взял ее, поджег, пока умирал. Молодец, мужик, спасибо. Так, вон там еще сидит один. Это говорит рок-н-ролл. Кейптаун. Чекпоинт. Вот того, наверное, с коктейлем молотом грохнул. Моя баба тут не очень-то удобно стоит. Кстати, удобнее на крестовине играть. Почетче с укрытиями обращаешься, так сказать. Так. Его догнать? Не особо, по-моему. А нет, он все равно там встал. Блять, чемодан мне треснул. Тут фулл хаус, да, короче. Давай так.
Подожди. Гранаты вот так. Бах. Давай еще одну. Никого. Ну-ка. Ой, нормас. Всю эту, как его, богадельню разворотил. Бля, ну тут слишком много народу. Да, бля. Вот собак плохо замечаешь. Среди прочего. Я так и не понял, как эта пчина в меня попала. Хилов бы. Где хилы? Там точно ничего не осталось? Нет. Чайка, меня тут подранили меня. А, ну и все. Походу босс будет. Угу. Bounty found. Bad boy Боб. Ну, было бы прикольно, если бы эту игрушку перевели. Да, у меня так бомба просто этими штуками. Ой, нихуя не снимает. Бля, я думал, он прыгнет опять. Так, херовый трай. Давайте нового. Так, ну вообще надо запомнить то, что второй раз он не прыгает от стены. Не, ну чё ж, тактика-то понятно. А на меня, сука. Есть косяк, враги не рисаются, если нажать возвращаешься. Так, сейчас, подожди. Плохо услышал. Ну, второй пазл вообще, наверное, да, бешеный будет. Телочки подошел. Бля, вырвал. Враги не рисуются, так это как он. Как, наверное, и слава богу. Нахер нам еще. Так, он не падает. Хотя у меня есть калаш. Великий, могучий. О. Сейчас подснесем его. Его аж относит со щитом. Не, ну калаш решает, как обычно. У кого калашников, тот и прав. Думаешь, сила в правде? Нет, в калаше. Главное, в щит его не стрелять. Под удар не попадать. Ладно, задел. Да, меня это падла замутузило. Там слишком много народу тусуется на ринге. Я он маленький. Ай-яй. Ух, ни хрена он пуляет просто. Аккуратненько. Походу на вторую фазу просто бабы бегают. В этом и сложность.
бой со вторым качком чем-то напоминал мне в Battletoads бой с крысюкой, когда просто нужно было ее замудохать. А этот похож на этого. У Battletoads-то как его? Как же его звали, блин? Короче, он на корабле был такой синий. Сука, снова жизни не осталось. О, баночки подошли. Ай, блядь, не успел. Не успел. Глянул, сколько жизни, и подох. Да ёпта мать, чё я к нему второй-то раз лезу? МР.пласт. Это скорее на Shadow босса похож. Shadow босс? Может быть. Ну, который такой синий, короче, на ракете. В Battletoads был. Что-то как-то вот такое. Я просто забыл, как его зовут. Да, блядь, ну... Он ловит тебя на противоходе. Твою мать. Я думал, телки еще придут, будем развлекаться. Получено достижение I'll be back. Прикольно. Так, пошел нахер. Ну, я не успел. Блять, опять не успел. Антонов, привет. Кто же задрысло что? Здорово, Егорыч. Ну как сказать? Такое сеговское задротство. Можно просто, типа, выбрать. Что ты говоришь? Это Робоманус, а я говорю про следующее. Робоанус. Телки подошли, блять. Да ёпа мать. Короче, я откинулся, пока она умирала. Он шустрее стал. Да, блядь. Да я за ним не успеваю. На второй фазе что-то вообще не успеваю за ним. МР.пост. Такое чувство, что босса как Фил озвучит. Я. Ну а нахер тут особо диалоги-то прописывать. Это уже сказано до вас. Ты не особо успеваешь и до конца добежать, чтобы треснуть ему. Блять, и он падает на тебя прям. Да ёпа мать.
Ну-ка, жизни у него прилично еще остается. Вообще нехуй отвлекаться прямо от боя. Да ёп, ну пиздец. Ты просто не успеваешь от него отойти. Он тут же оказывается у тебя за спиной и въебывает тебя. Может, блять, калаш на вторую фазу оставить. МР.ТОСТ. Не попал. Подкат есть? Че пока? Подкат? Не, нету. Опции. Давай-ка мы музыку уберем. Так, плохо слышно. Тут как-то можно еще, по-моему, пинаться, но это... Я не знаю, как это делать. Блядь, ну ты не успеваешь одновременно и стрелять по всем. А ёпта. Сколько у меня? 2 жизни. Бочки-то точно мне не хватает. Да, бля. Все, пизда. А чё баночки-то не дали? О, ни хрена. А я что-то даже не смотрел, сколько у нее жизни. Но заколбасил. Ведь посложнее мужик предыдущего босса. Потому что он шустрый, а ты, короче говоря, в замкнутом помещении. Ну, как в маленьком, так сказать. И он тебя накрячивает. Сорян. Ну ничего, все проходим. Вот этот робоман, вот Галима, это какой-то чувак, там улыбочка туда-сюда, и вот эта морда под какой-то маской. Я так понимаю, это у нас сварщик, да, местный? Или газорезчик, если быть точным. Это по-любому ламба. Я прыгаю на Ламборджини. Джинни. Ламборджини. Берем. Знаете, двери можно и так разбить. Что-то все рушится. Ай, бля. Так, аккуратненько себя ведем. Сначала тут, потом с двух сторон вот тут падает. Понял, принял. Дай-ка мы укрытие расхерачим. Бля, он все равно попал. Потому что когда он стреляет с автомата, у него по этой не только прямо пули летят, а по кривой траектории еще немножко. Как змейкой, короче. А нычек немного дают. О, я успел заныкаться. Блять. Ну, он потому что прям тебе под нычку кидает. Коктейль. Молот, ого. Стоять. Все, готов.
Потом, наверное, вообще меня из укрытий подобных выпускать не будут. Короче, мы так и понял, то, что мы гонимся за этим мужиком. Слушай, а музяка сейчас похожа на какого-то терминатора, по-моему, да? Ну, что-то такое. Как из первой части, по-моему. Немножко даже этот, как его, да? Скример. Ну-ка, он выглядит. Можно, конечно, гранату в него кинуть. Но, я думаю, обойдутся. Я бочку подорву, должны оба сдохнуть. Сейчас я только попаду в ней. На нах. Ну. Да вылезай, не стесняйся. Не хочет. Okay, boys, let's get him. Сейчас он коктейлями должен, по идее, зашвырять. Они сейчас оба сгорят, стопудово. Нет. Ну не будем рисковать. Нахер торопиться, правильно? Если можно не торопиться. Так, слушай, а в ту сторону, если идти? Пикпоинт я как бы взял. А, просто телка, да? Тут гранатомет. А, буду в курсе, короче. Если что, пригодится. По-любому сейчас какой-нибудь будет, или этот как он. Или типа мини-босса, или что-то такое. Давненько не было. That's not gonna get it done. Nuh-uh. Nope. Sorry. Угу. Надо еще быстрее не вылезать оттуда. Вот так давай. Бля, я, наверное, зря, да? Укрытие расхерачил. Быстрее. Хорош. Бля, еще там остальные бегут. Есть какие-нибудь хилы-то тут рядышком? А все, меня назад не пускает. Ну вот поэтому, наверное, враги не рецаются сзади, которые. Лифт. А, ну и чекпоинт сразу, ништяк. Choose a nice neighborhood for once. Shake a leg. Too slow. Прям с краешку надо стоять, чтобы тебя не задело. Этого дурачка надо высадить. А он сам автоматически, походу, пинает этих челов. Только они ко мне подходят. Блять, а если, короче говоря, ты в укрытии стоишь, то тебя и эти задевают, которые на мотике. То есть укрытие как бы не имба. So you want to exchange bullets? Не, давай-ка мы хилой возьмем. С этим я еще придумаю, что делать. Ну и все, он не доехал. Чуть-чуть. Главное, пассажир прыгнул и что, пытался мне что-то навалять. Да, да, давай дробаш. Ну, в принципе, все равно дефолтный пекаль по приколу, как бы. Пока тут пачками народ ложить не надо, как бы. Но нормально. Блять, вот с собаками это, конечно, беда. Это какие-то вообще просто, я не знаю.
Давай, давай, все сюда. Сейчас он этого тоже вылечит. А у него дробовик. До меня не долетает. По 2 патрона надо примерно в среднем начала. Как раз 2 банки выпало. Стопудово где-то рядом псина. А ты слышишь то, что что-то гавкает? А, I чекпоинт. just saw a nutcase carrying a flamethrower in the middle of the street. Ура. Блять, самый замес полез. Надо вообще было в укрытии тут становиться. Люто. Да, ёпа мать. Он, главное, упал, разбил бутылку, и я сгорел нахрен. That's my product augmentation surgery boy. Постепенно будем уничтожать народ. Вот где-то... Сейчас. Да, ты не успеваешь. Tired of this job. Вот там можно было, в самом краю вот этого убежища накаться, да? Но уже поздно. Блять. А ты заебал меня, женщина. Он умирает и зажигает все. Все вокруг. Ну тут замес уже. Опять. Опять замес. Я всех не успею распинать. Успел, но такое себе, меня покоцали. Там еще псина. Собака. Я на секунду только спрыгнул, тут же 2 псины. Давай так. Не успею. Сейчас мы их сюда подзовем. -1. Собак надо прям в приседе стрелять. О. Не успел. Встанет? Нет, не встал. Ну их либо с дробаша, короче, ложить, либо прямо этот какого. Присаживаясь, надо стрелять. Чё? А, блядь. Отвлекли меня. Давай, с калашом, короче. Короче, пока с мужиком гнался, еще урона получил. Надо не забывать, что когда ты валишь мотоцикл, еще бежит на этот, как сбитый на тебя пассажир. Аккуратно. Тебя видел. А это, так понимаю, у них полицейские по углам валяются все, да, расстрелянные. Круто, чё. Походу босс. Да, босс. Bounty found. Психонаут. Короче, с огнем бегать будет. Понятно. Надо привыкать к этим маленьким жердочкам. Ага. Идет он с этой штукой до конца. Давай. Ждем, пока запрыгнет. И тараним его. Ну, прыгай. Главное, не торопясь ему урон вливать. Аккуратненько.
Хорош. Бля, не успел. Что там болтает кто-то? Надо же, я допрыгнул. Ай, блядь. Он еще и подорвался. Это, я так понимаю, третья фаза у него. Что происходит? У него жопа горит, короче. Наверное, на третьей фазе, когда он носится с горячей жопой, там еще тяжелее урон носить. Но главное по чуть-чуть его достреливать. Но быстрее прыгать по перекладинам придется. Так там дамажится, все нормально. Главное расстояние. Просто тонну можно урона так влить ему. Блять. Все, у меня оружие кончилось, да? Давай так. Я чуть не успел. Он что, как-то с разбегу башкой, что ли, таранит, или плечом-то. Ай, блядь. Давай, запрыгай. Ладно, мы вот так сейчас накидаем. Не успел. Я не могу понять расстояние, где тебя дамажит его огонь. Антонов, X Гравис. Е. Точка с запятой. Блять. Серлуфт Ньот XR Ю Темперса. Антонов, что уже подбирает очко. Да пока нет. Не подгорает. По чуть-чуть проходит. Но это не вчера 7-часовой мидил, которого я так и не прошел. Короче, не Dark Souls. Все проходимо. Ну, уже половину ему снес нахуй. Он только один раз шел до меня. Блять, зацепил. Давай, мужик, вниз падай. А теперь наверх. Ай, хе-хе-хе-хе. Что-то ходит там, болтает. Бить ногой можно только вблизи. Он автоматически это делает. О, прям на входе этих ребят завалил. Я думал, надо просто что-то нажимать там, типа вниз прыжок там какой-нибудь. Нет. Покер и так сойдет. А теперь его в состоянии в этом нужно, короче, как-то это... Как-то задамажить этого чувака. Ну вот так вот, в принципе, снимая ему по чуть-чуть. Правда, тут какой-то хаос вообще начинается. Не в смысле музыки, а какой-то пиздец. Это просто хаос. Он еще быстрее, он просто сейчас взорвется, стопудово, надо подождать. Он взъебет. Потому что звук усиливается.
Блять. Надо учитывать то, что крыша на тебя падает. Так, чем бы ему треснуть-то? Давай-ка его пониже подождем. Все быстрее и быстрее носит. Так, потом он должен... Ай, блядь. Окей. Давай-ка мы хилы оставим, но потом пригодится. Задамажен. Я думал, кстати, он взорвется. Нихера. Он просто быстрее носиться начинает. Чем больше ты ему урона вливаешь. Давай-ка вот это дело возьмем. Да, вот как-то его загнать. Так, он бегает просто по этой, как змейка, короче. Туда, потом он сюда падает. Потом обратно наверх побежит, вот так. Вот тут мы его и задамажим. Главное под крышу не попасть. Все. Блять. Я думал, у меня пуха другая. Ну хотя бы жизни выпали, нормально. Он тут сам своих еще дамажит. Ну давай попробуем, чё. Блять. Ну быстрее. Я в огонь упал. Ну прикольно. В меру сложно, но забавно. Что-то мы как-то с ним не очень начали. 2-3 раза уже долбанул. Вот. Сейчас ему прилетит. Тут подальше его надо отводить, чтобы побольше влить урона. Очень мешаются эти чуваки, кстати. Не успел. Минус чел. Да, он должен же был спрыгнуть, но нет. Я тороплюсь. Я патроны выпускаю. Вот. Сейчас нормально ему напинаю. Вот. Блять. Ну сейчас ему прикольно, конечно, прилетело, но этот как его. Но я подох. Чуть ли не всю обойму ему въебал. Ампи-дампи.
Вот, теперь он своих поджигает. Странновато. Давай-ка мы вот так сделаем. Так, потом вниз. Да, вот здесь мы его поймаем. Блядь, крыша ебучая. Ну ладно, эти и так горят. Там внизу жизни надо взять. Вау. Ждем. Сука. Так, он сейчас вот тут приземлится. Готов. Дробаш тоже неплохо. Bounty collected. 21 минуту я этот уровень вообще в целом проходил. Все. А Боба disconnected. 11 смертей. Все знакомы, да, наверное, с группой Motorhead. Как вам Ленни Кравиц? Он, кстати, в мехе таком будет сидеть. Анархия написано, я смотрю, на щитке. Ну прям панк-рокер, блядь. Тут прям надо, короче, сходу уже, да, людей. Попали раздок. Свидание. Много какие объекты, я смотрю, разрушаемы. Это прикольно. Жирныч. Все, он умер прямо это, как герой. Такой жирный герой. По-любому уже есть какие-то секреточки. Кто? Не дает. Я не успею. Я так ничего не разглядел. Он с молоком, что ли, ко мне идет? Вау, нихера ты прыткий какой. Бля. С дробаша минус сразу 2 жизни. Так, ладно, окей. Стреляем сразу, как это, как копы из-за машины. Все. Уже лучше. Свидание. Интересно, тут посчитано количество патронов, типа сколько ты должен на участках тратить игры. Или это рандомное оружие с них выпадает? Все. Танк помер. Давай другого. Ништяк. Вылезай, мужик. Главное, быстрее его выстрелить просто. Как на Диком Западе. А у этих, походу, тусовка. Чуть-чуть треснул. Так, давай туда заходить я пока не буду. Блядь, а мне прыгнуть вывеска не дает. Примерно как-то так его надо дамажить. О. Сейчас еще верхнего. Угу. 2 банки хилов вижу. И гранаты. Давненько, кстати, не дают прям какой-нибудь этот миниган там, как в самом начале. Походу показали, что будет впереди, как бы, и все, и на этом хорош. Никого? Чекпоинт. Пошли по низу. Там должно быть что-нибудь или оружие какое-нибудь прикольное.
Огнемет. Ну, давай попробуем. Нормально. Только рейндж коротенький. Такое себе. Я поменял бы на что-нибудь. Ну, стандартный расклад, самое нормальное оружие — это калашников, какой-нибудь пулемет. Дробашом не часто получается пользоваться. Я поменяю. А этого даже лучше так убить. Хорош. Here's Johnny. Ну это из фильма «Сияние». С этим как его. Вот Джеком Николсон. Кстати, мужик сейчас очень сильно болеет. У него там, по-моему, или деменция, или что-то еще. Короче, он там никого не узнает. В общем, такой. Очень печально, классный актер. Ай. Короче, прежде чем стрелять, надо посмотреть, что оружие из этого челика, а потом мочить. Угу. Тут их до хрена, но там аптечка. Стоять. Так, давай мы сначала банку возьмем. Вот так вот. Ну, ништяк. Он избавил меня от этого. От бочки, которая могла бы взорваться. Что, никого впереди? Я вот думаю, хилиться или нет. А, ну тут все равно через верх идти. Ладно, давай похилимся. Из оружия что? Автомат. Нормально. Вот это я сэкономил. Само то. Сука, аж 4 человека выбежал. Еле вывез, короче, всю эту пиздобратью. У меня там было полное хп, а тут они мне все снесли. Ну тут чекпоинт, ништяк. Во время чекпоинта жизни пополняет. У меня 10 патронов калаша. Не густо. Дверные проемы прыгать высоко не дает. Я смотрю, чуваки, короче, эти панки в амуниции, они именно с дробашами, короче, ходят. Сначала это амуниция у них сносит, потом все остальное. А, вот банка. Вот я думаю, где-то была баночка. Баночка хилочек. До свидания. Тоже хорош. Он умер героем. Так, это в прыжке как-то надо взять. Чемодан, я смотрю, крутится там через дырку. Давай, Джеронимо. Есть еще тут что-нибудь вкусненькое? Нет? Ну ладно. Так, 15 дробаша или 10 калашников? Нет, я возьму калашников все-таки. Дробовик это клево, но не всегда тут. Лучше прям на дальность большинство народ валить. К тому же вон калашник. А тут-то что, вылезать не хочет? Внизу, по-моему, да, еще можно пройти. Ага. Я вот не знаю, меня по низу или по верху ведут. Что-то они как-то и тут, и там. Вашу маму там и тут передают.
Ну, до свидания. Задел, сука. Так. Мы сейчас еще туда наверх прогуляемся. Все, охота исследовать. Класс. Ну, каких-то рядовых, в принципе, можно и так чистить, все нормально будет, как бы. 2 выстрела там или 1, сколько они занимают. Тут либо поверху, либо по низу уровень, я смотрю, да? Музыка тише стала. Подожди. Давай тогда вниз. Показывай стрелкой то, что надо типа выше забираться. А, ну тут просто тупик и все. Я думал, надо прыгать туда. Да, это даже неразрушаемый какой-то объект. Ну, понятно. Пошли туда. 71 человека завалилось. Прямо киллер. Киллер Рэмбо. Че никто не нападает? Мини-босс или что? Это просто босс. Come out slowly with your hands above your head. Давай дальше. Okay. Coming quietly now, sir. Must aim at the shield. Короче, надо сначала ему щит разлить. Воу. Короче, он делает 2 выстрела. Переключаем. Три. Все, обратно давай. Ну, короче, тактика ясна. Ай! Прям 2 прыжка надо подряд делать почти. Потом прыгать на щит, да, и переключаемся оружие. Сносим основного босса. Он делает 3 выстрела. 1, 2, 3. И еще его выносим. Обратно на оружие. Бля, ну мотоциклистов тут точно не хватало. Что это за дело, сука? На, почти от всех взрывов увернулся. Так, 33 патрона у меня осталось. Ну, половинку-то я точно у него то, что есть, снесу. 1, 2, 3. Блять, патроны закончились. Придется еще разок. Ну, уйдишь, подхватим. Тихо. Ну. Нормально, под стыка дожал. Давай-ка мы хилоп-то возьмем. И вот тут еще хилоп возьмем.
Ну все. Будем добивать, как говорится. Все, подох. С первого раза босс прошелся. Нормально. Тактика главная, да? Комплит. 60 убийств, 3 коллекционных этих штуки собрал. 1 смерть. А, ну типа, если бы я вообще не умирал, тогда бы я бы еще этот, как его, дали бы мне ачивку типа выживший, короче. 1 раз подох, ну прикольно. 12 минут за левел. It appears Бабуль. you haven't lost your edge. And for the По-любому бабка в конце окажется злодеем. Неким. Это хоккеист. А теперь все, короче, панк-рокеры переоделись в хоккеистов. Какая досада. Эу-эу. Ну, я скипываю все эту трескотню. Оружие-то есть? Никакое. Все забрали. Like a freaking war zone. Че, есть кто? А у него 2 узихи. Дайте мне тоже. Она, походу, кричала остальным. Раньше дробашак, кстати, по 20 давали патронов, сейчас по 12. Come here, I'll show you. Бля, ну этот чувак уже сложнее стал. Дайте хилов. Я смотрю, прям очень много дробаша падает. Блин, набрать что ли дробовиков себе? Ну да, в принципе, чё. У меня тут УЗИхи 12 патронов, а тут дробаша можно собрать по уровню уже до хрена. 22. Там еще, по-моему, что-то было. А, он еще 6. А подожди, это другой дробовик. Шотган. А, это двухстволка. Все понятно. Ну ладно. Посмотрим, что за двухстволка. Дошарашит она тоже не хуже дробовика. Оставим ее на это, на вкусненькое. Секретов ничего. О. Ладно, я буду иметь в виду, короче, то, что здесь хотя бы 60 патронов калаша есть. Чекпоинт. А, за чекпоинт? А не то пускает, то не пускает. Не, пошли за тем калашом. Все, не пускает. Короче, от чекпоинта далеко уйти нельзя. Блядь. Не вовремя я прыгнул. Я бочку подорву сейчас. Подохну. Ну теперь мало патронов, теперь нет смысла брать калаш. Я заныкался. Куча патронов прям дают на на двухстволку. Ай-яй-яй. Я не успел спрятаться. Сука. Зачем прыгнул? Надо было там оставаться, он все равно это перекинул хреновину. По-моему, лучшая, да, идея за бочкой прям прятаться.
Нормально. Когда чел там на звездолете вообще прилетел. Блять, а вас не слишком ли дохуя? А все, у меня забрали то оружие. Да. Отдыхаешь, оружия нет. Stick around. Короче говоря, вот этот мужик с чемоданами тебе попадается один раз на уровень, походу. А потом... А еще 2 чемодана ты ищешь так. Вот в секретках, короче говоря. Давай вместо дробаша мы вот эту штучку используем. Дробаш дело хорошее, но, по-моему, я и так справляюсь с обычным пистолетом. Я понимаю, туда вниз красное, то что все, лучше не падать. Так. Он не ожидал это. Еще калаш. Хотел попробовать от стенки от одной толкнуться, потом прыгнуть. Но это ж тебя не метроид. Сколько там? 75. Мне кажется, потом в конце еще такое оружие дадут. Вот прям сдается мне. Еще чекпоинт. Короче, видишь чекпоинт, иди скоро замес. Блядь, хоккеисты. Clean up on aisle 4. Так, давай банку мы... А, все, никак. Надо банку там взять, банку тут потратить. Что-то укрытие не очень работает. Снова наваливаю двухсолка. Нет, будем беречь. Все-таки, мне кажется, потом дадут еще. Ой, вылезай. Прямо или нет? Давай наверх. I'll get you for that. Это. Да, если ты, короче, вовремя успеваешь мужика того завалить, который от тебя убегает, у тебя все 3 коллекционных этих ящика. Все-таки калаши чаще встречаются. Я вот так подумал, что наберем потом. Что ты берешь? Взял калаш, выкинул. О. Потом вот тут за левел, если там поэкономить хорошенько, то можно там патронов до босса нормально сэкономить, набрать. Bounty found. Ты быстро до босса дошел. Let's light up the place, little boys. Угу. Короче, стреляем ему по укрытию. Ну а чем тебе не чуваки, блядь, из Battletoads, которые также взрывчатку кидали. Там главное нужно было угол выбрать. Вот каким, бля, взрывчатку эту кидать. Все, я улетел. Там еще, кстати, калаш был. Прям за всем надо тут следить, я смотрю. В какую сторону он швырнул. И потом, что, блядь.
какую сторону он запускает гранату. Так, давай-ка мы этих товарищей. Бля. А у него-то дробовик. This time. Все взрывается. Гранаты можно, точнее, ракетницу можно и перепрыгивать вполне. Попал. Да, тихо. Вниз. Под ноги прям сучка швыряет. Все взорвалось? Моя. Тихо. Ай, не успел. Ну, не успел. Или успел, хер знает. Он быстрее начал действовать. Ай, блядь, сейчас все взорвется. Эй, чувак. А меня еще один ждет. Ай, блядь, я не успел подпрыгнуть. Ладно, с первой фразы понятно все. Это, наверное, дробаша. Ну, или двухстволки. Это ж чел, наверное, получше выносится. Ага, он еще и ныкается, короче, в укрытиях. А, в принципе, что, просто его перепрыгиваешь и все. Тихо. Главное, на взрывы не налетать. Потом он по-любому шустрее будет действовать. Но пока все понятно. Главное, не торопясь ему урон вливать. А вниз, по-моему, лучше вообще не соваться. Вот. И хилы подкидывают. Да, тут укрытие вообще ни при чем. Это чисто для него. А че он своих-то этих чуваков-то не дамажит? Давай вот тут. Вас. Мне урон не засчитали. Мань. 12 минут. Давай, наверное, перекурчик, да? Сейчас подойду. 3 минуты.
Ну что, продолжаем? Access granted. Нанджа Драго. Хреново то, что каждый уровень тебе оружие забирает. Ладно, я возьму, но оставлю место все-таки для калаша. Тем криком подохло. Adios. Ах, чуть-чуть задел. А, прям в это. Воранули меня. Вот и весь автомат. Ну, в смысле, УЗИ. Все, успел присесть. Нормально. Да, это они тебя в укрытие выносят. Быстрее. Давай-ка мы еще одну возьмем. Ладочку. А что-то даже не заметил, то что я в укрытии стою. Ладно, тут же отхилили меня. Одно хп осталось. Так, вот эти мы пушки сейчас будем собирать. Не, типа вниз. А, ну нормально, тут чекпоинт недалеко. Я лучше взорву ее, потому что она взорвется возле меня, стопудово. Чарльз Эдуардо Мунис дос Сантос. Легум Йо. Карлос Сайенс Пик Раша. Чувак вылез. А, ну он так подорвался. Нормально. Только 52 патрона. Ладно. Блин, отсюда я до него не достану. Надо как-то к нему подбираться. Пинка ему дал. Нормально. Пул хп. Никого нет? Подозрительно. Сейчас, наверное, приедут. Ожидаемо. Не вовремя немножко я поклонился. А он выносит с укрытия просто тебя. Первый раз он вроде как проезжает мимо, а второй раз обязательно тебя вынесет. Оружие, блин, забрали. О, вот ящик тут. Скрытый.
Так, давай ящик возьмем. You should probably put Что-то пошло не так. Они когда тебя видят, разгоняются. at least you went out with a bang. Ладно, 4 хп. Успел. Короче, автомат, который собирал, он уже, в принципе, нет. Да, не пригодится особо. Блин, я не знаю, как сейчас всю эту толпу обычным дефолтным оружием выносить. Ага, хилимся. Я еще приеду. Надо большой, он явно меня не достанет. Все? Все? Нет, не все. Главное их выносить на анимации, когда они к тебе. Ай, блин. Я в самый замет полез. Плохо. Но успел. Should have kept your head down. Ну, тут я. Тут точно их очень много. Но все равно мне удалось. This is worse than World Так, давай мы берем, короче, вот это дело. Copies here. Еще куча патронов для него. 110. Пользуемся все равно дефолтом. Пикпоинт. Нормас. О, еще дали. Hovercrafts aren't really allowed down the subway. Не успел. Там хилки, блин. До хилок уже все. Есть еще кто-нибудь? Вот идет. Вставай. Чуть-чуть пониже, вот, попал. Еще патроны для этих хреновин. Секретов никаких, да? А у этих еще гранаты, оказывается, есть. Ну все по-честному так. А ваш придется игнорить по-любому. Ома. Все? Come here, I'll show you. Ну такое себе удовольствие за бочкой прятаться, просто ее взорвать могут в любой момент. Так. Вот так мы сделаем. Не успел. Нормально. Чуть-чуть поторопился, а тут хилов нигде нету. А, баночка завалялась. В принципе, вполне неплохо будет, если прям вот вся игра в таком темпе. Ну, там
не резкое усложнение, скажем так. Bounty found. А боссам просто надо знать, куда лупить. Пропускаем. Не успел. На вторую фазу оставлю. mr.толстый. Хоккеист. Хоккеисты, да. Теперь пошли вместо панков хоккеисты. Оригинально, не правда ли? Сейчас мы, по идее, должны этой бабе защиту снести. Вот так по патрончику чисто в нее пулять. Не торопясь. Все в порядке будет. Ай, не вовремя прыгнул. В принципе, на всем игра и строится то, что ты прыгаешь по платформам, короче. Платформа вверх, платформа вниз. О, подхилили маленько. Я уже, наверное, не забыл, что такое на боссах отхилы ловить. Фига. Ну, попробую побольше дамага и вливать. Бля, ни хрена он долбанул. Фильм же есть с этим, как его, со Шварценеггером «Бегущий человек». По Стивену Кингу книжка. Бля, не вовремя. Там тоже был такой хоккеист, его Сабзеро звали. Оу, я про лазер забыл. Ладно, пусть, наверное, добивает, да? И будем тащить. Ну, чувак, взял меня, долбанул. О, блин, только хил дали. Тут же его и забирали. 3 раза можно, пока на будку заходит, еще долбануть нее. А, ну просто даже можно перепрыгивать. Да, типа того. Блядь. Во второй фазе чуть-чуть посложнее. Ну, вообще движения-то у меня не меняются. Потерный, мать. Думал оставить на потом, но все равно смотрю, что жизни у меня одно деление нету. У дробаша, наверное, круто его носить будет. Блин. Задумался что-то про банку хилов. Тоже урон получил. I'll be back.
Тетю мы выносим вот этим делом. И как бы тетя не жилец. Я совсем забыл то, что у меня очень до хрена патронов, которые сейчас скоро заберут. Остальное тогда бьем, если чё. Эх, прям плоты выпил. Блять, он быстрее начал стрелять. Иногда она тебя не дамажит, короче, когда ты это... Когда ты близко к ней и прямо навстречу ей прыгаешь. Вот типа такого. Обманули. Ну то, что я, блин, столько времени ништяки собирал в виде большой пушки. Сейчас можно не очень хорошо задамажить. Блин, это главное на лазер не попадаться. Прям огнем можно поливать. Ай, сучка. Вовремя. Да, ты она с разбегу тебя бьет и все. По типу такого. Только это все дело быстрее происходит. Да, блядь, ну, главное четко прыжок делать, короче. Все напиздюхали. Да, ёпа мать, ну вот я о чем говорил, ты иногда прыгаешь прям ей под клюшку. Вообще, кстати, начинает портовым ударом спамить, пока, ну, когда ты только вот возле нее тусуешься. Не, херовый трай. Замочил.
Я думал, может гранатку другую в нее запустить. Ну. Попало. Так, давай, пока она, короче, мы ее вот тут вынесем чуть-чуть, потом здесь снимаем. Это ладно. Лазер пропускаем. Отхил. Окей. Ну, половину я у нее снял. Блять, лазер еще. Давай, запрыгивай. Ну, ты под лазер в основном падаешь. Всё, полетела спамить просто. Что лазером, что ударом. Блять, ну чуть-чуть остается ей буквально какие-то там секунды ее подамажить. И она как бы сдохнет. За весь бой дают 2 хила. 2 банки. Да, блядь, ну. Так, ну-ка попробуем мы ее. Чуть-чуть побыстрее будем на ее выносить. Ну и она меня шустрее тоже. О, все плохо. Ну давай, вылезай. Все. Патроны кончились. Шустрая тетя. Скорее не тетя больше мешает, а лазер именно. Надо учитывать теперь ее прыжок, ну, и лазер еще. Да, она как-то быстро падает, правильно наступила. Да, блять, удар за ударом. Давай попробуем хилу взять. Хрен с ним с тетей.
Да, ты ее, короче, когда она спиной к тебе поворачивается, гораздо больше можешь надамажить ей. Надо лазер, короче, учитывать. Ай. Ну, блин. Ладно. Все понятно, короче, как во второй фазе лучше быть. В принципе, так же, как и первый. Ты просто в спину лупишь. А, блядь, ну прям под удар. Рано прыгнул. Так, не торопясь. Выливаем ей урон. Подача под вторую. Сейчас добьем. Тихо, главное под лазер не попасть. Готов. Как-то так. Ну ничего, неплохо. 10 смертей. И 26 минут. Хардкнок. Мордок. Короче, хардрок какой-то. Убийца типа. Что-то такое завуалированное название. Самолет такой, что? Полутачка, полусамолет. У чувака вверху рожа в правом, ой, в левом углу меняется на выстрел прям. Такая делается. Тут уже можно залезать? Ага. Вот в чем сложность, она тебя сносит. Ладно, аккуратненько. Все проходится. Ладно, под выстрел не падает. -1. А второго и так разорвал. Так, нет, давай-ка мы, короче говоря, бочку вот эту взорвем. Чё к этому? Чё там к этому чуваку переться? Ай, блядь, я укрыться не успел. Двойной дамаг, третий добил. Нормально. Перед стрелочки прям поактивнее стали, я смотрю. Этот чувак в прошлый раз не слезал оттуда. Или то другой. Надо четенько в бочку попадать. 2. Он по 2 раза стреляет. 1, 2. Добавки. Ну да, тут начинает как бы уже это, сику-то поджимать тебе. Куча народа на тебя летит с двух сторон. Первый ящик пошел. Помним про укрытие. Так, а давай вот это вот так завалим.
Ну-ка. Оп. Оп. До свидания. УЗИ или двухстволка? Мне УЗИ больше импонирует. Тихо, не вылезаем. 2. До свидания. Все. Пока он перезаряжается. Мультики ему сделал. Ну эти по-любому с укрытий тебя выносят, товарищи. Надеюсь, тут все примерно по одной и той же схеме, как бы. Ничего нового тут нет. Тихо, блядь, я не успел. Тут иногда лучше, конечно, на скорость. Так, ну если он достает до меня, то я достаю до него. А я смотрю, что какие-то пиксели сыпятся. Я, кажется, его укрытие разрушает. Наверное, я так полагаю. А, он там уже давным-давно умер. А, какое подлое коварство полуживого забавлять. Я вот эту пушку попробую. Нет, все-таки. Давай калаша. Попробуем собрать. Выше? Нет. Может, секретка? Тоже нет. Калаш. На звездолете. Вы серьезно? Хоккеист на звездолете. Ой, бля. Не тем я ему давал. Не, ну попадает, все равно попадает. Надо думать, как укрыться. А вон там есть какое-то укрытие. Примерно по 2 выстрела вижу, да, я успеваю бахнуть его. И обратно туда. Вау, теперь наверх надо быстрее, блять, сейчас все взорвется. Надо было не падать. Давай-ка мы вот этого товарища возьмем. Нет, лучше вот это. Я умер в полете. 3 разных оружия на выбор. Это калаш. Ну, конечно, калаш. Не успел. Все, наверх. Раз, 2, назад. Да, они сейчас бочку разъебут. И все. Надо что-то другое придумывать. Ну вот. И, в принципе, имеет место быть дробаша пробовать. Так, ну мы туда спускаться дальше не будем. Блять. Ну как запрыгнуть теперь с этой параши? Такое себе, короче.
Главное, дробовика 3 выстрела. Так, ну попробуем нашмалять как можно больше, конечно. Пульки их летят по разной траектории, вот так вот, виляя. Поэтому тяжелее укрыться от этого дела. Но, кстати, прыгать с платформы на платформу неплохое занятие. Главное это вовремя делать. Бочки он сюда не кидает. Все, хана. Надо думать, как делать. Должна быть какая-то тактика, чтобы ее придерживаться. Я пока просто получаю урон, смотрю, как пули летят. Все время как-то по-разному. Бля, ну падать сюда вообще не вариант. Блять, подохнуть. Сейчас одна жизнь останется, попробую слинять вниз и взять пейсик. Ждем. Бах, бах. Пять. Если бы он улетел, были бы все шансы. Так, давай попробуем с дробовика. Если заныкаться. Что-то как-то не очень он уверенно сносит. Я сам себе укрытие разломал. Вот стопу дал. Все, оружие кончилось. Надо до кейса как-то добраться. Ай, блядь, ну. Прямо в эту херню. Тут получается лучше было, конечно, наверх прыгать. Да. Это на тот случай, если у тебя укрытие разломали. Слушай, ну там гранатомет есть. Так. Плохо я вынес, так. Давай, чуть-чуть осталось. Он аж снова полетел бочки швырять. 11 патронов, ну-ка. У меня одна жизнь осталась. Блин.
Так, давай часть жизни мы снесем, здоровье, точнее, у него. Пистолетом. Пока вот это окрутие есть. Все, до свидания. Хотя тут можно даже не прыгать. Я уже половину у него сшиб. Сейчас бочка сломается скоро. Но тут если хорошенько долбануть у него, то дробовик нормально снесет. Ладно, до конца укрытия. Тусуемся. Все. Он и так понял. Штука заманчивая, но нет, наверное. Эй, ну давай. Топи. 2 из 3. Че все трясется? Ай. Мы экономим калашника. Вот хотя бы для того. Мина. Мы их только обходить, походу. А чё он на мине не подорвался? Так нечестно. О, слушай. По траектории бумеранга можно зашвырнуть? Пик-пик, и чё? Взрываться он не хочет. Понятно, он взрывается только когда возле меня. Хотя, может быть, этих чуваков тоже дамажит. Я помню, что 2 раза он стреляет. Так, а тут лучше заныкаться по-любому. Ну там дверь блестит. Там стопудово чемодан. Ну давай рискнем. Чемодан. 3 из 3. Не знаю, зачем я их собираю. Может, какую-нибудь ачивку тупо дадут и все. Ну, в принципе, а что они еще могут дать? Бля, тут вас не дохуяли, ребятушки. Воу, с дробаша как прилетело. Угу, сидит он тут с ракетницей. Сейчас еще и полечимся. Не, нахер, я взорву эту бочку. Да. Как-то уровни быстро проходят. Хлоп-хлоп, и уже босс. Харднок Мардок. Давай. Он, короче, бешеный, да? Понятно. От него сложно спрятаться. Блять, мина. Ну ладно, я хотя бы на нее потом не напарюсь. У чувака стопудово вьетнамские флешбеки. Ай, блядь, надо было прыгать.
Все, он погнал, короче. Серьезно, кто меня задамажил? Угу. Тут у нас еще. Очередями стреляй. Давай тоже, да? Ну-ка. У него еще и гранаты есть. Ладно, я понял. Куча хилов разбросана. Есть еще кто? Вот так вот его постреляю пока. Гораздо безопаснее. Пусть он там прыгает себе. Так или иначе бот перемещается. Ну тут ящики мне помогают. Бам, бам. Что он говорит, интересно? Как задел? Никогда не задевал, а тут на тебе. Так, нет. Воу. Надо хилиться. Тихо, мина там. Короче, все, в разнос пошел. Ну, традиционно черти всякие летят на тебя. Так. Надо до хилов добраться. Блять. Не, лучше с сортира слезть, так стрелять мне. Куда-нибудь да попаду по-любому. Ну и чё, где он? Тут же подорвался, тут же все и собрал. Так не совсем понятно, как во второй фазе его валить. Действую на шары. Тут-то понятно. Ай-яй-яй. А два пулеметчика, это, конечно, такое. Прям продрищится. Блять, ну зачем? Во время стрельбы прыгает, сука. Ну, блять, дробовик, понеслось. Тропшак вообще.
Нет, тут главное не суетиться, все аккуратно. По чуть-чуть. Куда-то ему надо мазать уже успел. Тихо. В принципе, есть же несколько укрытий, я смотрю. Тут. Как бы так ему гранату-то удачно кинуть. Вот так давай. Серьезно? Весь дамаг? По-моему, блин, он с пушек мне больше. Ладно, давай так. Ну все, у него истерика началась. Надо как-то заныкаться, да, вот пока он истерит. А потом стрелять по нему. С подсольника выпит. Блять. Дважды очень неудачно я вылез. А, он меня не задевает. Теперь, блядь, задевает, все нормально. Да. Ну, тут какая-то просто истерия начинается. Так, и еще хилка, давай берем. Тихо ты, блядь. Понятно. Но он тебя выковыривает клювкой из укрытия. Еще один. Я попробую максимально экономить хилки. Вторая половина здоровья, ну короче полфаза, у него вообще дикий какой-то, блин. Не понимаешь, что происходит, он тут же с подствольника тебя лупит, тут же какие-то очереди летят. Ну, попал, кстати. Все, он полетел, короче. Блять. Лютая дичь начинается. Он где-то снизу лупит. Серьезно? Как меня вышибло из укрытия? Он засмотрелся на гранату. Да. Поздно. Просто потому, что не понимаешь, что происходит. Стреляет он, если попал на тебя очереди. Ох, она. Я так понимаю, на втором этаже. Ну, подождем, пока спустится. Все, вторая фаза? Мужик, ты чё? Блять. Спустился за гранатами. А, он мини подорвался. Я за хилами.
Еще. Ну, прям баночек-то дают, я смотрю. Так, нет. Ну, он каждый квадрат дамажит, я смотрю. Ага. Вот как ему можно напинать. Когда только он спиной к тебе бежит, блядь. Да ёпта. Будем учиться. Он внизу? Да. Наверняка тут каждое укрытие это важно. Ну ладно. А чё? Почему выстрелы далеко не летят? Как-то в стенку ударялось несколько штук. От тебя просто весь мир начинает дамажить. Блять. Не видно же, куда граната летит. Все, он полетел во вторую фазу. Не одно, так другое тебя задамажит. Прям под ноги швыряет. Ну ты сука. Блять, я думал, чувак мне хило даст. Да. Я от огня, походу, подох. Все, так как у него вторая фаза, то давай-ка. Я пока не могу понять, блять. Ну тут просто замес. На тебя чел летит, мина взрывается, еще и кто-то там, еще и он сзади в спину тебе мочит. В общем, максимально надо быстро ему влить урона во второй фазе. Ай, блядь. Я вот думал, что граната в одно и то же место не приземляется. Нахер там плав? Тихо.
Задолбал гранатами своими швырять, блядь, урод. Попробуем вот это дело. На. Не успел. Вот так давай. Все, вторая пара. Быстро. Ай-яй-яй, что-то я сам затупил тут. Ну, хоть отпилил-то. Тихо, блядь. На. Слишком много дамага в тебя одновременно прилетает. Блять. Просто на взрывах улетел куда-то на другой конец. Ну точно, вторая пара. Это прям дробашом ждет, меня стоит. Лучше, блядь, не дергаться, да? Не совсем понимаю, где, куда и как его дамажить. МР.Костя. Все. Он кричит контрафорс. Ах, я не знаю, что он кричит. Я в него долбанул гранату. Все. Да, он выковыривает нахрен из укрытия. Но, кстати, подснял ему побольше. Примерно здесь нормально стоять. Все, он подох. Удивительно, но я что-то с ним засиделся. 21 смерть, 34 минуты. Ну, он просто потому что топит как не в себя. Лупит и лупит просто. Эдди. Ну, это Фредди, наверное, таксу. Ну, типа, Фредди там, который с пятницы 13 имеется в виду. I'm the right man for the job. Он все равно до меня не достанет. А главное, за этого дробаш дали, а за того не дали гранатомет. Я бы все равно его не взял. А, надо на рик. Ну давай. Так, я бочку разовел уж. По-любому нычка какая-то. Ладно.
Говорит, ублюдок. Ублюдок убахтовый. Все? Кончились? Нет, давай-ка мы возьмем, а то потом можно не вернуться. Кстати, в зависимости от оружия, он, допустим, калаш за плечо прям забрасывает. А двухстволка прям вот у него сбоку висит. mr.тост. Четко. Панки были хоккеисты, есть какой еще клиш азиат? Не знаю, не знаю. Пока вот я только хоккеистов помню и панков, а потом, может, какие-то пятолюги будут, я не знаю. Ай-яй-яй, очень зря я калашников расходую. Ладно, тот сам уехал. Печалька. Я не успел переключиться. А чего там он в затылок не попадает? Очень бы даже. Вот этого. Он, видимо, по скрипту там где-то спрятался. mr.тост. Я тоже думал о петалюгах. Я думаю, что этот как он. Они будут, мне кажется. Хотя, если тут... Как вообще панки с хоккеистами вяжутся? Ну, в фильмах 90-х, 80-х годов часто показывали панков. Ну, как бы, там панки, типа, это уже считают брос, короче. Ну, там, обычные, эти, как его... Обычные хулиганы были одеты как панки. Ну, чтоб хоккеисты, это что-то новенькое. Эй, я не успею, да, того чувака взять. Ну и ладно. Все равно непонятно, что за эту херню дают. mr.тост. Либо не, либо копы. Ну-ка, достанет. Граната в воде взрывается. Все нормально. Я бочку долбану. А ну он так поймет. mr.тост. Хоккеист, это еще тоже тренд. Почему? Когда это хоккеисты у нас в тренде были? Так, как бы их тут задамажить-то? Одна граната. Да, понятно. Она выше улетела. Но мне тут целый чемодан здоровья дали. Я, наверное, зря, да? Рановато взял. mr.тост. Ну блин, были? В нулевых. mr.тост. 90 минус. Да, нихера тут народу высыпало. mr.тост. 80 минус. Да дайте хоть до укрытия добраться, нихера их тут просто высыпало из лифта. mr.тост. Вот 80 минус. И точно весь мир фанател. Я думаю, это что это, как его... 80-е и 90-е, это, наверное, в России фанатели, а, ну, в Канаде, допустим, когда там вот Олимпиада, там вся херня, а так-то что, в принципе, всем особо было на хоккеистов покер, если ты сам не хоккеист. Так-то от футболистов тоже фанатели. Нет, я думаю, все-таки от футболистов фанатели в 90-е, когда вот Бразилия, там, Франция и так далее, короче, играли типа кубки. А потом это как-то сошло на нет. Вот там чуваки во все гуляли. Ой, я их бумерангом закосил просто. А один падла, сука, прячется в укрытии. Ой, блядь. Хуя себе. Чё, дура? А, ну я того уже и так убил автоматом. Все,
Поэтому дальнебойное оружие гораздо лучше. Да, дробаш сносит, но многих врагов можно просто не достать дробовиком. Ко мне кто не спустится? Прям пинки пошли, как фурма. А у меня клюшка почему-то. Ну, калаши 13 патронов это такое себе. Тихо. Надо главное лишнее не тратить. А там вот пар, чё он их не задамажил? Они все равно катаются. Все равно, вот как бы тут игра сделана больше с упором на 80-е. Вот и музяка прям 80-х, и вот атмосфера там популярного в тот момент этого «Бегущий по лезвию». Очень на все на это похоже. В принципе, в 90-х тоже было подобное популярно. Нет, в 90-х все-таки, наверное, если задуматься, то были драки. Вот, именно какие-то типа мартуки, там фильмы, короче. Ван Дам, короче, и такое. Рукопашка была популярна. mr.test. Ай, бля, Я тоже думаю, я не что допрыгнул. 80 минус. Так, защиту я у него снес. Хорош. Какая у меня пуха? По-моему, то, что я собираю как раз. Тихо, по чуть-чуть. Вот так вот. Продвигаться. Наверное, подкат все-таки была бы тут неплохо. Хотя, ну, тогда бы другие механики были бы с самой игры. Когда в войну какую-то устроил. Давай сначала поверху, да? Угу. Ну-ка, гранатку может им ёбнуть вот так вот примерно. Неплохо. Неплохо. Not bad, как говорится. Вот там можно заныкаться, как в укрытии. И потом того гаврика запинать. Нормас. Хилку дали и патронов поджал. 200 штук. Короче, боссу пиздец. Я он там в сейфе ныкается. Разумно. Угу. Бля, ну... Что там у нас, по-моему, в этих в Чипуделе, да, ну, толстопуз вот так вот наверху в какой-то там коробчонке сидел. В черном плаще тоже, короче, была такая фигня, то что этот какого. Сидел какой-то черт там, последний босс. Петух там носился с дверью. Встречались такие. Just in time for trying out security system. Have fun. Первый раз в любом случае придется их пиздёк выслушать. Угу. Он лазерами управляет. Он их по-быстрому разъебывает. Кто-то сомневался. Ай, блядь, я упал. Не знал, что там падать можно. Все, я увидел наконец-то платформу, на которой я стою вообще. Угу. А лазер тебя дамажит, даже если приседаешь. Понятно.
Давай, последний. Ну, сейчас он сам спустится. А? Talk to you later, boss. Big backup. Давай, спускайся, хмырь. Туди пизда. Нет. Ау. Подъехала, пиздобратья. Все, сейчас со второй двери полезу. Do it yourself, as Mama always says. Угу. Ебать, у него дробаш. You bounty hunters gonna get some. Я и не допрыгнул до верха. Думал, на дверь запрыгнул. Ну, приблизительно, плюс-минус понятно, как валить. С лазерами проблем нету, главное. Просто смотреть одновременно с боков, куда попадешь. Ну, какой, короче, двигается к тебе, и стреляй. Сейчас еще посмотрим, как его завалить. Yeah, must be something came up. Gotta Так подальше чуть-чуть встать. В принципе, этих ребят можно и так вынести. Поехали. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та. Так, цену задамажили. И вот 209 патронов. То есть я еще и собрал больше. Нормально. Давай слезай. Вот, блядь, он любит попиздеть, походу. Подальше надо держаться от этого мужика. Дробовика же он явно до меня не дотянется. С другого края платформы. Стандартненько лазер, я смотрю, дамажит. Один раз просто ударяет тебя. Но этим главное не давать выстрелить. Будет нормас. 223 патрона. Угу. Так, он падает со второй и идет налево. Нет, он направо тоже идет. Да, вот так вот по чуть-чуть, короче. Тихо. Главное не сближаться с ним. Все, чуть-чуть стрельнул, все, хорош. Отходишь. Нет, все равно я как-то наваливаю его. Блять, еще. Ну, лазера точно мне не хватало. Еще и он пинается. Дали бы хоть жизни, блядь, за лазера. Вау. Половинку снес, да. Чуть больше потерял. По хп. Давайте вылезайте уже. Окей. Вот так вот можно. Напинать чуть-чуть. Короче, когда он прыгает с платформы на платформу, ничего он тебе не может сделать. Лазер, да?
Бля, опять лазеров дохуя. У него один выстрел оставался. Просто мне нужно было секунду пожить подольше. Ну же лучше. Блядь. Все, ну да. Их пачка лазеров. No worries, boss. No, I don't hear any gunshot neither. Something came up. Gotta go. Talk to you later, boss. Get back up No. now. Всё, давай-ка мы хилочку соберем. Wanna do it the right way? Do it yourself. Сначала он сюда, да, прыгает? Неправильно рассчитываю его дамаг. Нормально. У меня один выстрел у меня оставался. 5 смертей. 70 убийств, 17 минут. Ну, нормально. Ну, это голимый Кейси Джонс, просто мохнатый. Unholy Goyle. Типа... Ладно. 5 хоккеистов. Ну, это, наверное, просто вот именно уровень такой хоккеистов, короче. Типа потом на основного босса завалишь, хоккеистов будет, ну, вместо хоккеистов кто-нибудь другой будет. Clean up on aisle 7. Я вот это буду МР. экономить. Тостер. Кейси на стероидах. Вот ты, ладно ты. Ай-яй-яй. Я его так завалил. Друг друга задамажим. Кстати, тут увидел этот, как его трейлер по черепашкам был. Это Revenge Джокер, там тудым-сюдым. Летом выходит. Мультик по Cuphead уже вышел. Так. Бабе просто в жопу напинал. Мультик по Cuphead вышел, но дополнение или вторая часть мне так и непонятно. Там, где уже третья баба подключается к Cuphead. Ну, видимо, как играбельный персонаж. МР. Тостер. Нет, а фильм или мультик? Чего фильм? Фильм или мультик в смысле? А, не за стенкой. Блять. Короче, я всех убил. МР. Тостер. Черепахи. Черепахи игра. Игра в стиле Дэнди. Ну, по-моему, называется Revenge of the Joker, по-моему, что-то такое. Прям в стиме, вся хурма, на 4 можно лобать онлайн. Классическую 8-битную вот такую вот черепашскую игру. О, Игротека 2020. О, другая игра. Привет. Держи лайк. здорово, Игротека. Да, периодически я меняю игры. Такое случается. Бля, этого чела я не успел задамажить. Мужика чисто на вынес. Так вот, я думаю, черепахи классические будут прикольно сделаны, скорее всего, много уровней.
Ну, типа, делать какой смысл, да, там, как бы, 8-битную игру, где будет 5 уровней. Игротека 2020. Заходи в гости после стрима. Посмотрим. Игротека 2020. Сегодня тоже стрим про... А, вот почему ты говоришь, чтобы я зашел. А нычки есть где-нибудь? А тут нет, нельзя заныкаться. Успел. mr.toast. Играем 100 пудов. Да я вот тоже так думаю, то, что надо будет обязательно в черепашек загаситься. Игротека 2020. Ну да. Ай, блядь, ну от этого явно я не успел. Все? Есть еще кто-нибудь? Игротека 2020. Я думаю, эта игра не в стиле Генки, а в стиле Сеги. Ну там пиксельная, она, по идее, не один ли хер. Главное, что она с подходящей графикой и все такое. И можно на 4 кооперативом лобать онлайн. Просто сейчас же такие черепахи не выходили последние сколько? Где-то лет 10, наверное, 15, да даже больше, все 20, в принципе. Они были хоть и кооперативные, но такое. В основном все плюются. Не нравится людям. mr.toast. Ближе даже к автоматам минус. Игра. Ну, плюс-минус автоматы, в принципе-то, делались как раз на основе Игротека Сеги. 2020. Ну, Сега тоже пиксельная. Да графика топ. Игровые автоматы, они же примерно-то и делались как Sega. Это потом сделали 8-битку, но это как Игротека 2020. 8... Черепахи это ниндзя-черепашки. Ну, как бы да. С утра были, да. Черепахи это классика. Попинал мужика. mr.toast. Нет, это Сега урезанная версия автомата. Ну вообще да, Sega и Dendy это урезанные версии автоматов. Такое было всегда как бы. Все началось с автомат. Автоматы всегда графонием отличались. Ну-ка, интересно, на второй этаж я... Нет, я, наверное, не зашвырну эту гранату на второй этаж. Вот так вот этих ребят вынесем. Че мне его дробаш? Хуйня. Вот. Так же безопасен. Так помимо... Игротека 2020. Мы не жалкие букашки. Супер ниндзя черепашки. Панцирь носим, как рубашки. Юные таланты, да-да. Ну вот именно. Этот как его... Помимо черепашек, еще и в Cuphead надо будет лобать. Cuphead тоже дело. Рот скандирует где-то наверху. Ну, я стопудово к боссу пришел. Сколько оружия? 209. Я думаю, тут финальный босс уровня. Ну, в смысле... Финальный босс на хоккеистах, я думаю, это. Так.
Скипываем этого чела. Нехуй прятаться, короче. Игротека 2020. Я все серии смотрел мультик Ниндзя Черепашки. Сплин. Федер у меня были даже игрушки, эти меч за спину. МР. Задний фон, мое почтение все же. Да. Ну, тут как бы вообще, в принципе, детализация хорошая. Я вот не все серии черепашек смотрел, Сплинт и Шреддер. У меня таких не было игрушек. Но если бы продавались в моем детстве, не знаю, у нас в городе, то да, я бы взял. У нас в основном всякий Китай-бабай продавался, типа заводная там какой-нибудь Рафаэль, который разгибается, когда ты его заведешь просто из состояния там, как яйцо, короче, у него руки и ноги складываются. Ты его заводишь, он просто раскрывается, ну типа встает, выпрямляется в позе, короче. Ну вот как бы и все. Такие мелкие резиновые черепашки, помню, у меня в садике были. Они прям вообще, ну, размером, не знаю, с 2 рубля просто. Вот такие вот мелкие резиновые черепашки. В основном, по-моему, у всех был один меч. Один меч в одной руке. Там не было какого-то разнообразия, но они были все разноцветные, типа черного цвета, какого-то там, я не знаю, поносового, блин, желтые вообще, ну прям такие ярко-ярко желтые, короче. Это вот я запомнил. У меня таких, по-моему, было штук 5, где-то так. Игротека 2020. Не у нас хорошие были игрушки, я теперь это понимаю. Ну, трансформеров было до хрена, вот точно я могу вспомнить. Вот трансформеров у меня было много. И их продавали часто статические какие-то прям фигурки, просто неподвижных почти не было таких. Резиновых, по-моему, не было. Игротека 2020. У нас даже мозг был. Ну, наверное. У нас вообще как бы ничего. Вот по черепашкам, по-моему, продавалось типа вот что-то в этом роде. Я даже не помню, можно ли было весь набор, допустим, черепах купить. По-моему, нет. В основном какие-то китайские продавались там, типа, не знаю, допустим, красный Рафаэль с 2 мечами вообще, ну типа такая тема. Вот трансформеров, помню, Игротека было до хрена. 2020. У нас трансформеров не очень были, габоты были, помнишь? Ну, Гоботы — это мультик вообще 85-го года, США. Война Гоботов. Ну, трансформеров у нас в магазинах до хрена продавалось, в ларьках там и так далее. Воздушки еще помню. Но какие-то вот металлические, по танков металлических уже не было. Пистолетов не было. Пистолеты с хлопушками были. Ну, типа пугачи, короче. Такая хуйня была. Игротека 2020. У меня трансформеры были машинка, самолет, танк. Самолет, танк и трансформер. По-моему, 2 в 1. Вот у меня тоже такой был. По-моему, он еще в этот, как его, да. Он еще, по-моему, в какой-то броник, по-моему, превращался, Игротека что ли, или что-то такое. 2020. Машинка была красная. У меня, помню, даже был Optimus Prime, мать его. То есть, ну, как бы не прямо вот как раскраской такой, но был такой тягач. Игротека 2020. У нас пистолеты с пульками были. Угу, у нас тоже. Так, в принципе-то игрушки были одинаковые. Единственное, что в каком-то городе, ну, скажем так, один Китай продавался, в другом городе другой Китай, как бы. Один хрен все это закупалось в Москве на Черкизоне каком-нибудь. Вот. Вот у меня был этот самый, кстати, крутой, по-моему, трансформер, который в детстве считался в 90-х крутым, как бы. Это вот когда самолет такой, истребитель, короче, танк делался. И, по-моему, что-то еще. А может быть, он только в 2 превращался. Не знаю. Так вот, Optimus Prime у меня типа был. Он делался из этого, ну, тягач, короче, переделался в робота. Потом робот что-то переделался в скорую помощь. Еще какая-то хрень была. Даже была, по-моему, робот переделался в ракетницу, короче, какую-то.
Это такая вот какая-то дичь. Ну, там япошки вообще, ну там не япошки, а китайцы, они там вообще лепили просто невероятные. Разных цветов и расцветок трансформеров. Стреляли пульками. Игротека 2020. Не я родился в Казахстане, там качественные были, стреляли пульками, как глаз не выбили никому. Ну, у нас тоже были качественные воздушки, прикольно, ну, как бы с пульками, там мы их просто по карманам вечно рассыпали, и только ходишь и тут. А когда пульки заканчивались, начинали камни, блядь, подбирать, чтобы захерачить куда-нибудь. Первая у меня вот именно воздушка появилась, она как ружье, туда только одна пуля заряжалась, ну, складная такая, чик на излом его хлопаешь, короче, и стреляешь. Вот, ну, мочило, уже всех, по-моему, пистолеты обычные стреляли. Потом там появились уже, блин, по несколько выстрелов, автоматы, там, что только не было. Ну, рынок рос, как бы, и нужно было чем-то уже детей удивлять. Так что там чуть ли не цветные пульки уже там, ну, в смысле, не фосфорные пульки уже были. Но по ногам как бы запекало нормально. Тем более, если кто-нибудь в шортах бегает, то хорошо. А когда у кого автомата нет, он просто брал в руки этот, как его, палку, блядь, и говорил тра-та-та, короче. И все сразу умирали. Ладно, погнали, проходи. Игротека 2020. Рация была, даже бинокли мы пульки собирали, только успевали покупать у нас пакетики пулек продавать. Да, кстати, вот рации я тоже помню. Bombs away. You are about to be Рации штука прикольная. Как там у меня Шустер напинал. Блять. Я оружие не переключил, урон выебал. Угу. Вот в этот момент, короче, когда он колбасится, надо... Гранаты как-то у него такое себе сносит. Блять, он опять меня нашвырял. Не вовремя прыгнул. try blowing this out. Во время заряда, короче, его надо ему накидывать. Игротека 2020. Ты на джойстике сейчас играешь? Да? Сегодня, кстати, Xbox-овский этот провод начал барахлить. А вот и амуниция подошла. Я думал, у них качественные кабеля, но нет. Эх, не вовремя я прыгнул. Игротека 2020. На беспроводном? Нет, проводной. Беспроводной геймпад от Carabox One. Игротека 2020. А с проводным с ПК ты играешь, да? Да, комп. Вообще не вижу смысла. Ну, в принципе, есть смысл заворачиваться с картой захвата и так далее. Блять, ну, я не успеваю. Пытаюсь много ему дамага влить, и это очень зря. О, похилились чуть-чуть.
Все. Вот тут пулевая. Он падает вниз. Вот так. Все, встречаем народ. Нормально. Вот тебе вся тактика, короче. Главное не жадничать. Он почаще атаки начал делать. Сейчас улетит, короче, чувак. О. Да, блядь, дай из угла выбраться. Нормально же разговаривали, чё? Ай, блядь, я не допрыгнул. Просто столько косяков подряд. Чё, он сдохнул? Или я? Но ему там понты оставались. Я вроде подох. А, ну да, вторая фаза, точно. Тут я думаю, что-то как-то слабенько все это дело. О. Поторопился. Ну, залезай. Не хочет. Встречаем народ. Что-то они как-то до хрена у меня сшибли. Ну, нормально, сейчас покиримся. Заодно патрона. Задел? Серьезно? Даже еще на одну отхилку оставил. Ковырять его долго, а так, в принципе, ничего сложного. Потом еще вторую фазу сносить. Не успел. Да, бля. Ну, у меня одна хилка осталась, это плохо. Надо вообще посмотреть хоть его атаки. Хотя, наверное, мало чем поменялись, только он быстрее стал. Угу. Он еще эту хреновину швыряет. Долго. В принципе, если на мобов вообще не тратить здоровье, то можно хорошенько тут сэкономить. Блять, что-то я пизды получил.
Мобы вынесли. Ну, с них вообще как бы все, что нужно, мне летит. Первая фаза без базара сносится. Главное только внимательно прыжок делать и все. И особо не жадничать. А тут сколько баночек попадало. Как он достал? Тихо. Надо вот прям на краю стоять. Ай-яй-яй-яй. Туда падать вообще не стоит. Не успел. Да, снова. Добил? А нет. Что-то оставил. Я не знаю, может быть как-то пробовать его перепрыгивать, когда он летит прям с этой, чтобы два прыжка не делать. Хотя, наверное, нет. Достает иногда. Как я что-то не могу убить. Ладно, сейчас может покилимся. Ну да. По анимации можно запалить, когда в какую сторону он падает. Опять достает. А, блядь. А тут в углу забивает просто. Давайте хилы. Все равно больше 5 не утащить на этот, как он, на вторую фазу. Нет, только на платформу запрыгнуть не успел, все, он тебя достает. В любом случае. Надо же. До второй фазы я дожил с одной жизнью. Ой, с двумя. Сейчас надо сразу же заныкаться. Потом успеть выйти из укрытия, подпрыгнуть. Блять, я не зашел в укрытие. Твою мать. Я так понимаю, это что? Там только от выстрелов можно прятаться. Он тебя вот этой клюшкой достанет в любом случае. Так, ну а что у нас с гранатой? Как бы работают. Окей. Вот опять достал.
Илья Паскаль. Привет. Ух, нифига себе игрушка какая. Здорово, Илюха. Да, крутой боевичок. 20-го года, кстати. Бля, с дробаша долбанул. Бля, ну все равно он достает, все равно. Вот как это работает? Твою мать. Давай вниз. Все, первая фаза закрыта. Я, кстати, не посмотрел, сколько у меня жизни, ну ладно. По низу он стреляет сразу же этим пулеметом, а потом швыряет палку свою. Теперь прыгать будет, тихо. Угу. Ну, почти 2 прыжка ты делаешь. А, он еще и поверху стреляет. Что ты падла какая. Блядь. Короче, хилов нам не видать. Тихо, блядь, ну да, я не успел. Я в стенку куда-то вообще. Я улетел просто. Бля, ну там осталось-то ему понты вообще. А? Бля, ну... Тут надо было пригнуться. Давай, гранаты сразу. Бам-бам-бам. Все равно они тут особо не нужны. Не успел. Легли. Хилов дает ровно столько, чтобы у тебя 5 было подать. Ну, в смысле, 5 урона. Ни много ни мало, чтобы ты типа начал вторую фазу. Илья Паскаль. Как отдыхается? Нормально. Херня страдаю он в играх. В играх сижу. Ничего такого. В Париж не съездил, если ты об этом. Ай, сука. Тихо. Блять. Ладно, откинемся после. Да, хилов дает ровно столько, чтобы ты, короче, на вторую фазу начал с 5 хп. Главное их не просрать. Ну как он достает, я не улыбаюсь. Делаешь те же самые движения, но почему-то не получается. Ощущение, что последние разы он специально тебе сносит чуть больше. У него замаз идет, чтобы тебя снести. Накинемся. Тут присесть надо было. А он несколько лишних движений я делаю. Тихо, стоять. Так и знал. Прыжок через него. Там даже. Вот и все. Вот, ария. Ария комплит. Короче, первая ария у нас была. Панков мочили. Потом хоккеистов. Каких-то сумасшедших. 10 смертей. Ну, стандартненько так вот. 5, 7, 10, 21 смерть. Примерно с таким раскладом ты заканчиваешь левел. 24 минуты.
Head Seekers какие-то. Индастриал. Ну, короче, на заводе будем мочить. Кого? Well done. Сейчас мы будем закругляться, но так чисто посмотреть. Чем будем заниматься в следующий раз. Я же говорю, рок-н-ролльщики. Ну, Элвис и, короче, все, что к нему прилагается. Ну, тут гадалки не ходим. Ладно. Байкеры, рокеры, короче. Кстати, тоже в фильме «Бегущий человек» был такой чувак, Лектор назывался. У него тоже был такой шлем с ирокезом. Саб-Зиро там был, который с клюшкой гонял. Тоже. Слушай, случайно там не скрысили персонажей оттуда? Очень прям на это все похоже. Кстати, и год подходящий, и подходящий музон примерно. LR.Тостер. Байкеры, блин, забыли. Ну, там, видишь, финальный, походу, босс это типа Элвиса какого-то будет, а байкеров ты будешь в виде мобов мочить. То есть, если здесь был, допустим, второй левел у нас был этот, как он, хоккеисты и Саб-Зеро, допустим, ну, типа, он же тоже там был хоккеистом. То здесь, типа, байкеры и Элвис, а панки были там, что, я не помню, какой последний-то там был. Не помню. Ну, короче, как-то так. Ладно, будем на этом завершать стрим, короче. Может быть, давай, в принципе, что? У нас до Elden Ring еще завтрашний день точно есть. Elden Ring 2 часа ночи по Москве будет доступен для скачивания. Запускать я, наверное, его буду 25-го вечера в 6. Так что завтра можно еще в нее порубить. Игрушка-то прикольная. Ну, как бы, мне больше заходит, чем Dying Light 2, скажем так. Так как Dark Souls 3 я прошел, так что... Да, давай, наверное, завтра в нее и порубим. Начнем как раз вот с этого. По-моему, тут таких вот уровней, короче, будет штук 5, не меньше. То есть боссов вполне достаточно. Она довольно-таки продолжительная. Игра довольно-таки продолжительная. Левелов до хера. То есть я думаю, то, что где-то стрима на 2 еще впереди точно. А то может быть и на 5. Не знаю. Посмотрим. Но буду проходить по-любому. Игра прикольная. Илья Пасками. 25 я с утра работаю. Эх. Ну ничего, будет в записи. Я начну, если в 6, как бы закончу 9:30. 1,5 часа ты точно онлайн можешь посмотреть. На работе можно глянуть. Ну или запись, да. Никто не мешает. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки, комменты, там, кому как угодно. Если, как говорится, есть что сказать, пиши, отвечу. Ладно, всем пока.